Приветик всем! Меня зовут Александра Краснобаева. В этом видео я вам расскажу, как сделать расчеты на V-образный вырез. Как сделать все убавки равномерно, как понять конкретно, как их распределять. И расскажу еще очень интересный способ вязания по клеточкам, чтобы вы точно ни в чем не запутались. Это видео снято в рамках нашего совместного вязания реглана снизу вверх со швами. И если вам интересны другие темы вокруг реглана, то вы можете посмотреть. У меня есть отдельный плейлист, там и расчеты на спинку и вперед, и расчеты на реглан. В общем, можете зайти в плейлист, все видео бесплатные, максимально подробные, и посмотреть еще другие темы. Предположим, мне нужно связать вот такой V-образный вырез. Глубина его 42 ряда и всего 32 петельки в ширину. 16 петель нужно убавить с одной стороны, 16 петель убавить с другой стороны. Мои убавки будут вот здесь. Есть два варианта, как делать убавки. Первый вариант, вы их делаете в каждом ряду, и в лицевом, и в изнаночном. Второй вариант, вы убавляете только в лицевом ряду, чтобы было удобней, наглядней, чтобы не путаться в рядах и спокойненько себе видеть, как у вас происходит убавление. Значит, я запишу два варианта. Если вы будете делать убавки в каждом ряду, тогда вы берете общее количество рядов, у меня 42, и делите на 16 петель. Сколько петель нужно убавить с одной стороны? У меня получилось 2,6. Убавляем мы в V-образном вырезе все петли равномерно. Это означает, что я буду делать убавки то во втором, то в третьем ряду, то во втором, то в третьем. Значит, я записываю в каждом втором, третьем ряду я буду убавлять одну петельку с этой стороны, одну петельку с этой стороны. И теперь давайте разберемся, если я буду делать убавки только в лицевых рядах. Значит, я 21 ряд лицевой делю на те же 16 петель, которые мне нужно убавить. У меня получилось 1,3. Интересное такое значение, и в каждом ряду не убавишь, и в первом-втором ряду тоже не убавишь, поэтому сейчас мы рассмотрим этот вопрос. Тоже неважно, мы делаем убавки только в лицевых или и в лицевом, и в изнаночном рядах, мы все равно их убавляем равномерно. Давайте посмотрим, что же получилось. Значит, тут мы будем убавлять в каждом примерно, да, первом-втором лицевом ряду минус 1 петелька. Для того, чтобы разобраться, как выглядит и то убавление, я нарисую клеточки. Одна клеточка у меня будет равна одному рядочку. Значит, здесь я нарисую 42 клеточки, а здесь нарисую 21 клеточку. Нарисовала. Давайте посмотрим. Если мы будем делать убавки в каждом ряду, и мы будем их делать в каждом втором, третьем, значит, одна клеточка равна моему одному ряду. Я рядок провязываю, клеточку зачеркиваю, рядок провязываю, клеточку зачеркиваю. И в клеточках я могу отмечать абсолютно любые действия, которые я делаю в процессе вязания. Например, убавки у V-образной горловины. Убавки я буду отмечать вот такой точечкой. Первую убавку мы делаем сразу в первом ряду, ставлю точку. А теперь в каждой второй, третьей клеточке я буду ставить следующие точки. Значит, отсчитываю 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3. И ставлю так все свои точечки. Чуть-чуть не дойду до конца, чтобы их пересчитать. Мне нужно сделать всего 16 убавок, то есть у меня должно быть 16 точечек. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Значит, еще одна точечка 16. И в конце 4 рядочка я просто провяжу прямо вверх. Обычно я по клеточкам вяжу снизу вверх, двигаюсь, да, как и мое вязание, и слева направо, как я читаю книгу. То есть это первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14 и так далее. И это будет мой 41, 42 ряд. Если мы посмотрим сюда, то здесь мне нужно убавить за 21 клеточку 16 петель. Как я могу это сделать? Смотрите, я нашла выход. Я 3 лицевых рядочка делаю убавки, 1 ряд пропускаю. 3 делаю убавки, 1 пропускаю. 3 рядочка делаю, 1 пропускаю. И таким образом, посчитав все клеточки, я получаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мне нужно убавить 16 петель, значит, клеточку пропускаю, и последняя у меня будет здесь. Все, 16 петелек я убавила.
Когда буду вязать, каждую клеточку буду зачеркивать, и таким образом буду видеть, что мне конкретно нужно сделать. Если клеточка пропущенная, значит я убавки не делаю. Теперь еще хотела разобрать несколько сложных примеров, давайте вместе на них посмотрим. Вот какие у меня примеры. Смотрим на 10. Когда вы делите ряды на петли, вы можете получить здесь какое-то нецелое число. И вот как раз эти нецелые числа мы и разберем. Здесь могут быть вместо х любые значения. Вы смотрите на 10, которые у вас получаются после того, как вы поделили. Ну, предположим, я возьму цифру 3. Это мой пример, у вас может быть любой. Если у меня получилось, например, 3,1, 3,2, 3,3, я тогда это все дело оставляю 3, то есть округляю до 3 в меньшее значение, и мои убавки будут делаться в каждом третьем ряду. Если у меня получилось 3,4, 3,5, 3,6, я тогда буду делать убавки, чередуя в третьем, в четвертом, в третьем, четвертом. То есть мы берем меньшее и следующее значение. Значит, убавки у меня в каждом третьем, четвертом ряду. И если у меня получилось 3,7, 3,8 или 3,9, я округляю в большую сторону до 4 и буду делать убавки в каждом четвертом ряду. У вас наверняка не получится отсчитать все 4 клеточки, если у вас будет какое-то значение, вот, например, 3,7, то наверняка вам еще какую-то убавку нужно будет сделать дополнительно где-то в начале или в конце, чтобы получилось нужное количество убавок. Это нормально, ничего страшного. В начале можно делать 1-2 раза почаще или в конце 1-2 раза почаще. Но я хочу еще разобрать сложный пример, который касается вязания вот этого, то есть когда у вас убавки то в третьем, то в четвертом, или то в первом, то во втором ряду, или то в четвертом, то в пятом ряду. Давайте я вот так вот это обведу, и мы разберем с вами несколько разных примеров. Что может в этом случае быть? Какие могут быть варианты? Смотрите, какие тут могут быть варианты. Вы можете делать убавки, как я сказала, то в третьем, то в четвертом, то в третьем, то в четвертом ряду. И тогда у вас будет первая точка в первом ряду, затем третий, четвертый ряд, третий, четвертый, третий, четвертый и так далее. Тогда у вас получится очень красивая V-образная горловина с прямыми такими линиями. И это самый правильный вариант, потому что в V-образной горловине мы все убавки делаем равномерно, чтобы получить ее красивую, аккуратную. Также вы можете, например, сначала убавлять то в третьем ряду, а потом только в четвертом. Значит, первая убавка, вот вы делали убавки то в третьем ряду, а потом захотели делать в каждом четвертом ряду. В таком случае у вас получится горловина вот такая. Сначала у вас будут убавки более резкие, то есть будет такая нижняя часть горловины, а дальше более редкие убавки по этому линии будут вот такие. И этот вариант, в принципе, тоже правильный, но вы учтите, что у вас получится немножко неровная линия. И вы можете, наоборот, сначала делать то в четвертом ряду, то в третьем ряду уже под конец. Значит, точка будет здесь. Сначала вы делаете убавки в четвертом ряду, а потом решили делать убавки в каждом третьем ряду. Тогда, наоборот, у вас получится такая очень остренькая начальная часть, а потом расширение вот такое. Ну, это вы должны учитывать, когда делаете расчеты, чтобы у вас не получилось каких-то неприятных ситуаций. В принципе, все. Все готово, я все вам рассказала. Если вам понравилось это видео, напишите мне об этом в комментариях, обязательно поставьте «мне нравится», мне всегда это очень приятно. И также, если вы хотите максимально подробно разобраться в этой теме, у меня под видео в описании есть ссылка на длинный прямой эфир, где я на вопросы отвечала, где я разбирала и V-образный вырез, и расчеты реглана, короче, очень много разных интересных тем. Тоже можете зайти, посмотреть, почитать, взять вязание и спокойненько поизучать эту тему. Спасибо вам большое за внимание, спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока!